У нас сегодня в гостях Кирилл Грин, суперпсихолог. Все твои регалии мы подкрепим к этому видео. Расскажи немножко о себе. Привет, кстати. Что-то вы так быстро Ну, начали. да, 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 да. Ну ничего, сейчас выровняемся. О себе. Я психолог, коуч, нейрокоуч, мастер-коуч, преподаватель коучинговых и психологических дисциплин, трансперсональный психотерапевт. Это вот вкратце, если по регалиям, а, ну, чем я занимаюсь, то, что сейчас составляет а, мою жизнь, скажем так, мой профессиональный путь развития. Я, кстати, хочу подметить то, что когда я учился в Московском институте психоанализа на самой классной профессии нейрокоучинг и нейропсихология, у нас был преподаватель ты, ну, то есть Кирилл Грин. И один из самых крутых преподавателей. Ты нам дал, мне кажется, куча практик, куча знаний, которые я применяю до сих пор. Опять же, ты нам дал такое большое количество информации, у меня там все это в PDF сохранено, и часть, я не знаю, я только лишь маленькую-маленькую часть применяю в своей работе, потому что все, ну, невозможно вообще. О, это кот или кошечка? Кошка — это мой котерапевт. Спасибо большое, Сереж. Ну, ради этого, собственно, и работаем. Мне, знаешь, волшебные люди в свое время сказали, что мне звезды говорят, что надо давать больше, давать сверхпрограмму. Я, собственно, этим и занимаюсь, и я вижу результат, вижу эффект и у своих студентов, вчерашних студентов, которые становятся классными практиками. И это как бы это бальзам и это сметанка котику. Кстати, вот твои слова резонируют в том плане, то, что отдавать, отдавать, отдавать. Опять же, там, я не знаю, сейчас буквально 2 секундочки свое мировоззрение скажу, то, что по моему мировоззрению, чем больше ты отдаешь, ну, по крайней мере, допустим, там, если конкретный пример брать меня, ценной, полезной информацией, делишься от сердца, то тем больше тебе приходит различная энергия. Это может быть и материальная, и здоровье, да все что угодно. Просто тебе приходит энергия. Вопрос, как ты ей уже воспользуешься, как ты ее аккумулируешь, как ты с ней будешь работать, это уже другой вопрос. Но, опять же, как мне кажется, в нашей вселенной есть наподобие там законов, наподобие правил. И это один из таких основных фундаментальных законов. Ну, то есть, если ты супер крутой специалист, никому ничего не рассказываешь, никому ничего не говоришь, все держишь в секрете, в тайне, возможно, да, возможно, как сказать, ты и будешь приносить какой-то результат, ну, ограниченному количеству людей. Но если ты от души этим делишься, от души помогаешь людям, и это все, как сказать, тебе это все возвращается в x там 100, x 200, там x 500 и так далее. Да, да, абсолютно с тобой согласен. Прям, канал расширяется, когда ты даешь, и на прием в том числе. Поэтому смело делиться, это мой девиз. Больше, больше, пока студенты не скажут: все, у нас голова квадратная, мы уже не соображаем. Я говорю: ладно, потом запись еще посмотрите. Так оно и есть. И, кстати, вот теперь такой вот вопрос даже сразу же. Вот у тебя очень много направлений. Ну, вот нейрокоучинг, психология, да там вот все твои, опять же, регалии, мы прикрепим ссылку к этому видео, там много-много всего. И как я понимаю, опять же, может, ты меня сейчас скорректируешь, ты используешь интегративные методы или какое-то либо одно направление, или... Слушай, есть волшебное, направление, называется трансперсональное. Это психология и коучинг в том числе, и психотерапия, в частности. Вот. Трансперсоналка чем хороша, что она в себя включает, она как раз имеет вот этот интегративный потенциал, включает в себя классные техники различных направлений, как классических, так и не классических направлений психологии, психотерапии, но эффективно работает, берем. Вот. Те же медитации, например, да, там классическая психология не использует, трансперсоналка очень даже и во многом использует. Это классный, серьезный инструмент работы, которые, к сожалению, классические специалисты, ну, недооценивают, скажем так, да. Вот, она много что, медитация много что дает. Вот, поэтому я скорее вот себя позиционирую как трансперсональный специалист, да, там широкого профиля. Вот. И я смело интегрирую в свой подход те инструменты с различных направлений и психологии, и психотерапии, и коучинга, и там всевозможных околоэзотерических там подходов, духовных практик, да, там шаманских практик, все, что работает. Если
клиенту важно, чтобы я был в костюме-галстуке, я буду в костюме-галстуке. Если ему будет лучше, глубже, эффективнее заходить, чтобы я был с бубном, я буду с бубном. Вот. Там у нас же задача максимально как бы подстроиться к клиенту сначала, для того, чтобы потом он смог нам, доверяясь, раскрываться, в первую очередь, для себя, раскрывая свою проблематику и решая ее. А если мы будем с ним, как это ученые люди говорят, неконгруентны, да, там, не в одной парадигме, то, ну, грош нам цена, да, то есть вот это как раз подстройка, контакт-рапорт, и у меня она достаточно широкая, я говорю, от костюма с галстуком до шаманского бубна, поэтому в этом-то как раз, знаешь, один из секретов эффективности, что можно любую практику, какую угодно, там, в любом подходе. Круто, круто. И раз мы уже затронули тему медитации, конкретное упражнение, тогда сразу же позволь тебе задам вопрос. К медитациям я тоже небольшое отношение имею. Ну, сейчас не об этом. Вот на твое мнение, ради этого мы тут и собрались, послушать твой взгляд, твое мнение. Медитации в мире большое количество. И ты сам прекрасно понимаешь, набрать в Яндексе их там направлений вот так вот. Кто по-разному, как их классифицирует, разделяет, отделяет и так далее. В общем, вопрос заключается в следующем. Большое количество медитаций. И как ты думаешь, какие медитации наиболее эффективны, наиболее классные, ну, я не знаю, там, образно там, говоря, классные, там, Смотри, у меня тут, опять же, интеграционный подход и трансперсонали в том числе. Во-первых, надо задать себе вопрос, что я хочу получить от медитации? Я хочу научиться фокусироваться, я хочу научиться настраиваться на что-то, или я хочу останавливать поток сознания для того, чтобы к чему-то прийти. То есть медитации, очень многие, они зависят от цели, то есть что ты хочешь, и под это надо уже подбирать медитацию. Это первый вариант. Второй вариант, когда ты работаешь с медитацией, тебе важно понимать, это какой-то групповой формат, когда групповая динамика создается, какая-нибудь там единая випассана, где вы все одновременно там толпой медитируете, или какой-то праздник большой индусский, когда на планете все одновременно медитируют какую-то медитацию, да, или это индивидуальная какая-то работа. То есть я сторонник того, чтобы подбирать медитацию под тот запрос, который у тебя есть. Есть у меня какой-то запрос, я такой, ага, что за медитация здесь нужна? С голосом, без голоса, с открытыми глазами, закрытыми глазами, интеграцией. То есть вот от этого плясать надо, что я хочу. Универсальных ответов нету. Здесь под запрос. понял. Спасибо большое за развернутый ответ. На самом деле я также думаю, и, как сказать, эта мысль мне резонирует. Тут, как сказать, ну ладно, я думаю, это логично, это понятно, то есть все индивидуально, и, как ты говоришь, все под запрос. Опять же, медитация на большое количество. И просто, опять же, я сталкиваюсь с тем, то, что многие начинают делить. Вот это вот плохая, а вот это просто вот хорошая, вот такая вот. Ну как вы, почему вы другие-то вообще отмяли? Если мы работаем с клиентом, если от этой медитации у клиента есть большой-большой эффект, и она ему реально помогла, то, ну как-то, ладно, нелогично. Хорошо, Тут такой знаешь еще вопрос. какой момент? Важно, чтобы медитация тебе еще откликалась. Ты можешь найти медитацию, которую все хвалят, и она вроде под твой запрос, но вот не ложится она тебе. Не надо себя насиловать. Скорее всего, есть еще другие медитации, которые тебе лягут хорошо. С голосом, например, может быть другим, да, или с подходом другим, с музыкой другой, или без музыки. То есть действительно прям под себя подбирать, не насилуя себя. Вот тоже такой важный момент, который хотелось бы отметить. Круто, круто. И тогда вот следующий такой вопрос. Ты сам медитируешь, ну, как сказать, ну, там, не знаю, в повседневной, может, в еженедельной практике? Да, я сейчас медитирую. Есть такая практика, которую ввел Садгуру, называется Ишакрия. Вот. Она такая на некую диссоциацию, скорее на поиск соединения условно с каким-то абсолютом, с Богом, да, с Великим Духом, кто каждый по-своему это называет, создатель, да, и так далее. В чем ее, ну, для меня Мгм, смысл, мгм. как я это вижу, да? А, Там три части. Первая часть на вдохе ты говоришь про себя «я не это тело», на выдохе «я даже не этот разум». Третья, вторая часть, там, сейчас тебе скажу, а,
пение вот это, Мгм, просто мгм. такое. Вот. И третья часть, просто там музыка играет со словами, просто ты сосредотачиваешься на них и слушаешь. Для меня очень важна в этой ишикрии первая часть. Почему? Потому что вот эта диссоциация, что я не это тело, и я даже не этот разум. И мое бессознательное, и мое сознание в этот момент думает, а кто же я тогда, да? Вот. А если трансперсональный подход брать, то это, ну, некое понимание, что я часть чего-то большего. Ты часть чего-то большего, кошка моя часть тоже чего-то большего. Мы все части чего-то большего. И когда мы находим канал интеграции с этой частью чего-то большего, то есть ты как будто подключаешься к большему ресурсу, вот, который можешь использовать, ну, в том пути, в котором ты идешь, да. Вот, поэтому для меня я вот ишикри именно использую, практикую, именно как вот это напоминание и тренировка, что я что-то большее. Но не я как личность, не я как эго, да, а я как вот, ну, что-то большее. Чувствовать себя частью большего. И это дает, на самом деле, очень много ресурсов. И когда мне спрашивают, когда ты там все это успеваешь, как ты все делаешь, откуда у тебя столько энергии, а это, ну, не моя личная энергия, да, это энергия, не знаю, Вселенной. Вот. И кажется мне, что вот эта медитация, она мне помогает. Иногда мне нужно расслабиться, собраться, сосредоточиться, тогда это другая медитация. Я просто сажусь там в точку, ну, в мандалу смотрю, например, да, изучаю ее, и в этот момент я ее использую как мне надо что-то обдумать, как принять какое-то решение. То есть я в этот момент запускаю какой-то процесс, одновременно сознательно мыслительный, но одновременно бессознательный включается, потому что я нахожусь в трансовом состоянии в этот момент. Со стороны кажется, я просто пялюсь в стенку, да, смотрю на мандалу, а там очень глубокая работа идет. И часто ответ не приходит, но у меня есть ощущение, что ситуация разрешилась. И тут надо просто сознанию и бессознательно дать время для интеграции. А интеграция обычно сон. Утро вечер мудренее. Ложишься, утром проснулся, я понимаю, что делать дальше. У меня простроился путь. Все, я пошел. Грубо говоря, поспрашивал сам у себя, но на самом деле я подключался к какому-то, ну, вспоминая Юнга, коллективно бессознательно, да, я оттуда черпал какие-то ответы для своего пути. Опять же, подключаясь к чему-то большему, чьей частью я являюсь. Как, знаешь, индейцы говорят, есть такая песня, одна из священная у них, и в ней поется, что мы одновременно те, кто вплетены в паутину жизни, и одновременно плетем эту паутину жизни. То есть мы часть большого общего чего-то, но и мы одновременно создаем через свою проявленность, вот ту, в которой мы сейчас находимся, создаем что-то для себя, для этого общего. Поэтому подбираю прям медитацию под запрос, под то, что, ну, важно. Так, у нас картинка. А ты меня видишь, Кирилл? Что-то у нас со связью. Раз, раз, раз. Я тебя вижу, да, Все, хорошо. все, отлично, да, все, отвисло. Такой бы круто, на самом деле, я не знал такую медитацию вообще, и ты мне сейчас так много про нее рассказал, надо погуглить, опять же. Я думал, я много знаю про медитацию, но такую медитацию я не знал. У меня вопрос такой, а, по поводу, может, развеять миф медитации и вредные привычки. Потому что, вот, опять же, много где я вижу, слышу ролики, какие-то люди, авторитеты говорят о том, то, что для того, чтобы начать медитировать, нужно там, исключить вредные привычки, только тогда медитация будет хорошая, классная, качественная и так далее. Что ты по этому поводу скажешь? Слушай, я считаю, что это некие границы ограничения в голове у людей. Ну, я, знаешь, как тебе сказать, я сам там вредных привычек, ну, у меня их просто не было. То есть я не курил, не пил, то есть у меня как-то с детства не задалось, знаешь, вот. И наркотики тоже как-то не... Вот. И мне опыту сложно судить, что там я, например, там надо сначала бросить, и только потом медитация будет. Но я смотрю по своим студентам, по своим клиентам, кому я рекомендую в рамках работы медитировать, медитация меняет, перепрошивает человека на таком на самом деле. Вот. И он сам потом как показывает практика, у него самого отваливаются вредные привычки не потому, что это вредно, а потому что это теперь не входит в его ну, какую-то жизненную парадигму,
а медитация помогает ему меняться. Вот, поэтому я бы рекомендовал медитировать всем, вне зависимости от того, в каком состоянии он находится, что он употребляет, да, постепенно, если он будет практиковать дальше и дальше, у него он выйдет на, ну, мне кажется, более такой экологичный уровень для себя, потому что тело нам дано для достижения какой-то цели, да, и мы, когда медитируем, мы начинаем приближаться к этой цели. И ты просто понимаешь, что, ну, если дальше буду убивать свое тело, то я могу не достигнуть той цели, да, ради которой я там воплотился, например. Вот. И это очень естественно, подходит к какой-то подходу к себе, к телу себя. Вот. И медитация это, поэтому я бы не стал разделять, то есть сначала брось что-то, а потом медитируй. Вот хочется медитировать, пришло какое-то понимание, начинай. Опять же, начал, не пошло, окей, это тоже нормально. Передохни, посмотри, может, другие подходы. Или опять к этому подходу подойди, еще раз попробуй. Главное понимать, ну, ради чего ты это делаешь, какая цель стоит. Просто медитация ради медитации, это, ну, пока что ни о чем. Какая-то цель нужна. Согласен, конкретный мой пример. Ну, то есть, благодаря медитации как раз и бросил там употреблять алкоголь. Опять же, там раньше его немного пил, но благодаря тому, то, что я начал медитировать, мне просто он перестал быть интересным, перестал его вообще пить, потому что я начал замечать просто свое состояние, оно мне перестало нравиться, когда я выпью, особенно там на следующий день. То есть, вот благодаря, опять же, медитации конкретный пример. Супер, супер, вот показатель классный. Так, такой вопрос хочу задать, Кирилл. Кстати, как у тебя связь? Тебе нормально меня слышно? Потому что у меня иногда как-то это у меня такая связь? У меня Слушай, нормально или что? слышно, я тебя хорошо слышу, себя хорошо слышу. Все, понял тогда. Такой вопрос. Сейчас, ну, почему-то в поле моего внимания стало очень много ченнелеров. Кто это такие? Какое твое, ну, как сказать, как ты к ним относишься? Чем они вообще занимаются? Ченнелеры, разверни, пожалуйста. Это ченнелинг, это те, кто получает сигналы откуда-то Да, да, сверху или да, кто-то, да, да? да, да. Ага. Смотри, тут момент какой. Я буквально недавно этот момент тоже с одними волшебными людьми обсуждал. Тут важно пропускать это через призму, ну, некой своей здоровой, адекватной части и через призму своей души. Потому что есть книжки, например, признанные, которые действительно важны, нужны, несут светлое и чистое. Антарова, например, «Две жизни». Я думаю, ты слышал или, может быть, читал. Не Честно, слышал? нет, нет. Антарова «Две жизни». Среди эзотерических и таких духовных людей она достаточно известна. Это книжка. Книжка-историк, книжка повествования. Она как раз учит много чему хорошему, да. И я, когда ее читал, я осознал, ну, как глубоко, как хорошо, как думаю, как классно написал автор. Думаю, прям на цитаты она разобрана. Ну, я много где встречал цитаты из этой книжки. А потом я, кажется, узнаю, что автор написала, что типа это вот, ну, что-то пришло. Вот. И я такой, ну окей, значит, ну, хороший канал. Это знаешь, как тебе сказать, кто-то может подключиться к каналу, действительно какому-то нам условно назовем божественному в кавычках, да, там, вот, и действительно полезные вещи какие-то считать. Откуда это пришло? Из коллективного бессознательного, и это или его разум таким образом сложился, что у него в потоке что, потому что многие великие композиторы и поэты, ну, говорили, писали в своих мемуарах, что, ну, там, Моцарт, он говорит, я когда путешествую в коляске, ко мне приходит музыка. И я, говорит, ее записываю. Вот. То есть это не сидение вот за пианино, как вот, как тебе сказать, как ремесленник, да, что-то делая. А вот в потоке к чему-то приходил. Откуда он к нему приходил? Да бог его знает. Но Моцарт давно помер, а все его слушают, и музыка там уже сколько исследований было, насколько она целебная, волшебная и так далее. Вот. Здесь то же самое. Книжку читаешь, откликается тебе, чувствуешь, что благодать. Хорошо, отлично. Бывают другие книжки, тоже мне про них рассказывали, мне не попадались, но вот друзья рассказали, что ты прям как будто прорываешься через какие-то сложные схемы, кто-то это пытается что-то навязать, видно какая-то там, не знаю, там условно чертовщинка, бесовщинка. Даже если человек вот через ченнелинг подключился к какому-то каналу, кажется, что так себе канал по частоте, и, наверное, не надо. Резюмирую свой ответ. А, Ага.
Если это, ну, я сам просто, ну, не практикую, мне сложно сказать, что это такое, да, вот, как это работает, работает ли, да, вот. Если на выходе продукт хороший, качественный, почему бы его не взять, да, для там своего там развития, для помощи какой-то, вот. Если он некачественный, не надо брать, вот. Как он пришел, через ченнелинг или по-другому, без разницы. Тут, опять же, большой вопрос, как Согласен, согласен. Черниговская сейчас говорит, да, когда мыслик приходит к вам в голову, не думайте, что это ваши мысли, да, вот. Потому что там синтез идет стольких информаций из твоего бессознательного, из коллективного бессознательного. Просто это тебе преподносится, в голову передается, что типа это твоя мысль. А на самом деле это, ну, совокупность размышлений, которые со стороны к тебе влетали сначала от родителей, воспитателей, телевизор и общество и так далее. Поэтому тоже немножко момент важный, что очень важно людьми, и за счет этого твоя база вот качественная формируется. Вот. И здесь то же самое. Если ченнелинг хорошо, классно написан. Я в свое время, знаешь, мне книжка попалась тоже в формате ченнелинг. Она очень сильно перевернула мое сознание и подход в целом. Такой, на кардинальном уровне. Я был на холотропе, Ага. дышал, и мне пришло слово "Ахура Мазда". Я не знал, что это такое, и на меня психологи очень странно смотрели, когда я открыл глаза, и вместо того, чтобы дальше дышать, или я даже немножко дышал, руки в холотропе, они примерно в таком формате, и я вот это слово, чтобы не забыть, я его записал, у меня блокнот рядом лежал. Они такие: что такое? Ложись, дыши дальше. Я: нет, я записал. Вот. Я почитал, Ахура Мазда — это из зороастризма верховный бог. Я так думаю, окей, хорошо. Я буквально через день захожу в книжный магазин, а, такой, ну, духовный, эзотерической развития литературы, иду вдоль стеллажа, и такие темные корешки книг, и один из корешков ярко-красного цвета немножко выступает, немножко выдвинут. И я такой: так, интересно. Я достаю книжку, написано «Зороастр», история как раз зороастризма, как раз про Ахура Мазду. И причем, знаешь, страницы были такие, мне сначала показалось, что она такая читанная, то есть не новая книжка, хотя магазин новых Ага. книг был, а она такая волнистая, как будто она где-то во влаге была, такая немножко страница волнистая, то есть, ну, такой интересный эффект был. Я действительно прочитал ее, и, ну, для меня много что открылось, какие-то вопросы я для себя ответил. То же самое прочитал человек, говорит, это вот мне откуда-то там пришло, я просто записывал. Вот, то есть я вот лично прочитал 2 книги, вот это "Зороастр" и "Антаровы 2 жизни", которые были написаны вот через формат ченнелинг, и они, действительно важные и нужные, ну, в моей, судьбе вехи серьезные. Вот. Поэтому тут вопрос качества, наверное, кто к какому каналу подключается и что считывает, и что несет людям. Спасибо большое за ответ. Благодарю, ценно. Так, вот у меня, мне кажется, или у меня проблема с связью, или у тебя что-то, кстати. У меня звук такой запаздывающий немножко. Ты у меня немножко квадратиками, и вот немножко под это самое можешь подвисать, не всегда совпадает голос с открытием рта, но это периодически, а так в целом нормально. Так, понял, понял, все. Ну, потом запись посмотришь, что получилось. Хорошо, хорошо. Такой вопрос хочу задать. А вот отличие транса от медитации, на твой взгляд? Смотри, я бы, наверное, сказал, что транс, гипноз и медитация в целом это одно и то же состояние, просто на разных языках разными людьми названное. Часть медитацию отделяет, что это все-таки какая-то индивидуальная личная практика, или гипноз это через какого-то специалиста, который в целом там очень тонкая грань, я бы во многих случаях ставил бы знак равенства. О, Тут еще вопрос, транс, он, скорее всего, имеет какую-то, ну, я вот, например, с трансом, когда Ага. работаю, да, там одна из задач транс идет в трансформации. То есть мы входим в транс, чтобы найти какую-то бяку и трансформировать ее, да. А медитация — это скорее вот, ну, либо там остановить сознание, да, либо подумать о чем-то, сфокусироваться, там может быть задачка немножко другая. Но в целом, мне кажется, что они плюс-минус, ну, я читал разные мнения по этому поводу,
сколько Ага. копий сломано по этому поводу, там пяткой в грудь себе разные специалисты стучат, кто говорит похоже, кто говорит нет. Тут много мнений. Мне кажется, плюс-минус одно и то же. Ну, я примерно так же думаю, что транс, что медитация, измененное состояние сознания, в принципе, Да. практически одно и то же, да. Ну, опять же, и там плюс гипноз тот же самый. Опять же, смотря гипноз там какой директивный и так далее. Ну, Спасибо. и там мы немножко тормозим наше сознание, вот это торможение коры, для того, чтобы немножко бессознательно вышло на поверхность и разрулило то, что не может разрулить сознание. Сознание, к сожалению, оно ограничено, да, вот тем знанием, что у тебя сейчас есть. А бессознательно все-таки там побольше информации. И если мы ему даем поле для действий, там все-таки помудрее части, которые могут все-таки найти варианты там, решения, движения и так далее. Вот, поэтому в целом вот это трансовое состояние, оно само по себе терапевтично. Неважно, это мы в транс ходим в какой-то, да, под чей-то голос, или мы медитируем самостоятельно на что-то. Просто и то, и другое полезно. Вот. Это просто полезно практиковать для какого-то психического здоровья, для поиска каких-то решений. Вот. Поэтому тут только могу порекомендовать, что есть, то практикуйте. Что откликается, точнее, что нравится, на что сердце откликается, то и практиковать. Спасибо, спасибо. Такой еще вот вопрос. А какая, по твоему мнению, точнее, а какая техника по работе с бессознательным, по твоему мнению, самая такая эффективная, самая, которая глубоко, глубже всех, как сказать, заходит, погружается в самые-самые глубины нашей психики? Смотри, далеко не всегда надо идти в глубину. Как один из моих преподавателей в свое время говорил, если не чешется, не чешите. Это метафора. Вот. И иногда не надо копать, то, что накопаешь, что потом, что не закопаешь. Вот. Если тебе это не мешает жить и радоваться жизни, живи и радуйся жизнью. То есть точка отчета можно вот здесь сейчас есть состояние, мы можем трансформировать и жить дальше. То, что было, оно там само отвалится. Если уж прям вот торчит, прям так, что ну никак, тогда да, надо аккуратненько копать. Опять же, очень аккуратненько копать. Вот поэтому я, наверное, ну, я как амбассадор трансового подхода, да, то есть я скорее за него топлю. Это формат эриксонского гипноза, формат символ-драмы, когда мы не глубоко человека там выключаем и там, как этот, в директивном гипнозе там «ты бревно», да, и он все там, каталепсия пошла, прыгают на нем. Прикольно, наверное, да, там, классический гипноз тоже там много чего хорошего, но мне все-таки нравится вот этот партнерский формат, когда человек не в бессознательном состоянии, да, а когда у него идет процесс размышления, потому что мы, с одной стороны, тормозим его сознание, оно все равно чуть-чуть есть, вот, включаем бессознательное, и они в этот момент, обмениваясь, то есть без сознания идет какая-то трансформация, встретил там человек в симудраме кого-нибудь там, вышедшего на опушку леса, поговорил с ним, неприятно, ага, что можно сделать? Ну, как-то договориться, погладить, да, там, приголубить, покормить, чем-то угостить, все нормально. Он с какой-то своей внутренней частью договорился в этот момент. У него на уровне тела ощущения идут, что как будто бы какой-то камень с души упал, легче стало, лучше стало. А, Та же симулдрама, немцы давно этим занимаются. У них есть институт, где там с серьезными психосоматическими расстройствами работают. М, И там, в том числе, неизлечимыми заболеваниями, там раковые там какие форматы. Вот. У них просто статистика безумная, что люди, которые, ну, там, понятно, и те, и другие применяют медикаменты, да, там проходят программу Ага, классическую терапевтическую, но вот у них есть группа, которая занимается еще символ-драмой. И вот люди, которые занимаются символ-драмой, просто тупо по статистике, сухие цифры, на 10-15 лет дольше живут, чем те, кто просто медицинскими форматами лечится. Ну, как бы офигеть. 10-15 лет подарить себе, ну, неплохо, мне кажется, да? Поэтому рабочие инструменты, эффективные инструменты, мягкие инструменты, не вскрывающие инструменты, как раз вот трансового формата, что Эриксон гипноз, что силандрама. Вот я скорее за них, и я вижу эффективность работы и как раз эффективность не только в том, что они глубоко, хорошо, качественно и надолго работают, и в скорости еще. То есть бывает там несколько сессий ты просто проводишь с человеком, ну, у кого-то там за одну сессию там, но это как вот это чудеса случаются,
даже на занятиях со студентами, когда просто в демо-сессии ты что-то проводишь с клиентом, просто показываешь остальным студентам, как это работает, да, а у клиента реально там жизнь вся меняется, потому что мы ему за 20 минут что-то проработали. Нормально. И вот этот формат краткосрочный, ну, я бы назвал это терапией, да, все-таки, он вполне рабочий. И вот этот инструмент трансовый, он в этом прям основной помощник, ну, в моей практике, например. Поэтому я вот прям рекомендую, советую. а, Спасибо, спасибо. мгм. Так, ну, наверное, не знаю, там одни из крайних вопросов. Все-таки по нашему сознанию. Вот где наше сознание? Оно в нашей голове находится, как ты думаешь? Или не совсем в нашей голове находится сознание? Смотри, у меня есть метафора по этому поводу. Давай. Берем компьютер, да, сознание – это окно основное, да, Ага, открытое, где ага. у тебя вкладочки какие-то есть, вот это поле основное, где ты там документ Word можешь открыть, где еще что-то, да, то, что у тебя на рабочем поле, некая твоя оперативная память. Потом есть некое бессознательное подсознание. Это некий жесткий диск твоего компьютера, ну, не знаю, терабайт, дай бог, у тебя там есть, да, подзапихал туда чего-то, да, там туда все копится, собирается. Твой личный жизненный опыт. Потому что в каждый момент времени мы испытываем множество чувств, эмоций, и в нас входит столько информации, но сознание это фильтрует. Вот мне сейчас важно внимание держать на тебе, я держу на себе. А там краем уха, да, каким-то, я слышу, как там кошка там что-то шебуршит, да, это куда-то в другое место записывается, потому что мне сейчас это не важно слышать. И вся эта информация собирается. И когда нам надо, опять же, через медитацию, через какие-то практики, мы можем на этот жесткий диск залезть и достать что-то. А есть еще коллективно бессознательное. А это как раз интернет. Когда ты, ну, какая-нибудь локальная сеть такая, когда ты выходишь и цепляешь информации со всего мира, опыт всего мира, знания всего мира, да, то есть, но не все могут выходить в интернет в этом образе, да, то есть кто-то ударился удачно головой, кто-то практикует, кто-то развивается, саморазвитием занимается, той же медитацией занимается, да, для того, чтобы подключиться к этому коллективному бессознательному. Это первый момент. А второй момент, когда ты говоришь, где же хранится наше сознание. Тут, опять же, у многих экспертов и ученых, психологов вопрос, а что значит наше сознание, что значит мое Да-да-да-да-да. сознание? Мое ли это сознание? Я ли это думаю? Или это мозг? Мозг пытается мной манипулировать. Потому что у нас есть там, нейронные какие-то соединения, да, в основном в головном мозге, потом чуть поменьше, ну, значительно поменьше, но тоже есть в желудке, и еще чуть поменьше около сердца. И все эти части между собой прекрасно коммуницируют, общаются, где-то могут договориться, где-то не могут договориться, но по сути они пытаются, ну, не пытаются, а управляют вот этим биологическим инструментом нашим телом. Вот. И как мы можем некий вот этот формат оседлать, да, попытаться договориться, чтобы голова говорит, я хочу вот это, сердце говорит, я хочу вот это, желудок говорит, дайте мне пожрать, да, то есть, и они в разные стороны растягиваются. Вот как им договориться, да, то есть это какое-то вот наша сверх какая-то такая позиция должна быть, чтобы решить это. У индусов, по-моему, вот если я не ошибаюсь, как раз они говорят, что человек похож на колесницу. То есть Да, а, да, да. лошади – это мысли или там психика, вожжи – это там, какой-то мыслительный процесс, сама колесница – это тело. А кто держит эти вожжи? Вот основной вопрос. Вот что это за сверх такое существо, сознание, которое управляет всеми этими процессами. Ну, хотя у большинства такое ощущение, что вожжи потеряны, куда-то это несется не туда, да. Тут действительно как бы вот нащупать эти вожжи, чтобы забрать управление. Нас в целом с детства не приучают управлять самим собой. За тебя все знают, Согласен, когда согласен. шапку Да, одевать, да, когда да. завтракать, когда ложиться спать, чего учить и так далее. И мы, к сожалению, если вовремя это не корректировать, не передавать ответственность ребенку, мы, к сожалению, вот эти вожжи так и не находим, они не попадают к нам в руки. И куда-то несет, вместо мамы жена появляется, или вместо папы муж появляется, начальник, и все. И до конца жизни тобой кто-то управляет. Но кому-то ок, опять же, если нравится, ради бога, главное, чтобы осознанно это было. Кому-то, вот знаешь, все-таки, как в этом «Путешествие героя».
зов услышал человек, вот Да-да-да-да-да-да-да. не могу, все, уже вот так вот все уже достало, и тогда ты идешь своим путем. Он не всегда открыт, он там тернист, но ты получаешь опыт, скиллы и возвращаешься с дарами, да, и уже каким-то другой изменившимся. Вышел Иваночка-дурачок, вернулся Иван-царевич, да. Кажется, что стоит ради этого походить. Чистая русская сказка, согласен. Много таких аналогий. Кирилл, я благодарю тебя за этот эфир. Я предлагаю, вот если у нас сейчас первый эфир запишется нормально, все хорошо будет. Если у тебя будет время и возможность, то записать следующие эфиры. Я Да, надеюсь, конечно. технические моменты, если будет все окей, сейчас мы их как отработаем. Ты сегодня много что интересного сказал, прям ценная такая полезная информация и Всегда эти рад поделиться. метафоры. Еще раз благодарю тебя, спасибо, что отделил время, что сегодня был ценный. Вот как раз с чего мы начали. То, что ты сегодня делился знаниями, ты сегодня делился опытом, ты сегодня рассказывал то, как сказать, был открыт, был открыт, да, да. Я думаю, так. Я тогда предлагаю сегодня первый тогда эфир сейчас завершать. И тогда попрошу подписчиков, тех, кто будут смотреть, написать комментарии, что вам интересно, на какие вопросы может ответить Кирилл. Все ссылки будут к этому видео, все регалии и все контакты Кирилла. Можете обращаться за помощью, за консультацией, за терапией, да, за всем чем угодно. Все социальные сети мы твои прикрепим сюда. Тогда, Благодарю. наверное, все тогда на сегодня. Еще раз спасибо тебе большое, что уделил время. Давай тогда посмотрим, как он сохранится, этот эфир, и тогда, опять же, назначим, возможно, следующий тогда. Хорошо, Опять же, договорились. все тогда. Желаю тебе хорошего дня. Тогда Взаимно. да, У нас уже хорошо. вечер. Ну да, кстати, хорошего вечера. Тогда до следующей Да, встречи. это тебе хорошего дня. Все, счастливо. Хорошо, хорошо. Пока-пока, Кирилл. Спасибо большое. Пока-пока.